Компания под названием MEE Audio основана в 2005 году, и до нынешнего времени она завоевывает признание многих слушателей и аудиофилов по всему миру. Компания стремится обеспечить лучший пользовательский опыт, производительность и ценность каждого продукта. Один из таких продуктов, как вы поняли, и будет сегодня у меня на обзоре. Он имеет качественные материалы, привлекательный дизайн у бокса, отличный дизайн наушников, удобную посадку, хорошую автономность, наличие активного шумоподавления ANC, которая отрабатывает свое, и, разумеется, великолепный звук. Обо всем этом можно узнать, разумеется, из рекламы к наушникам под названием MEE Audio X20. Но как на самом деле дела обстоят с данной моделью, я сейчас вам как раз и расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать наушники беспроводные, притом считающиеся аудиофильскими. Последние на канале были One More Evo, и они стоят, да, дороже 10 тысяч рублей, и они такие одни, и я их разыгрываю. Притом новые, смотрим в описании, о чем там. Вот они были прям цвет, блеск, красота по звуку. Эти, вы ощущаете, мне даже цап? Да ладно. Странно. Это подарок получается. Круть. Но это мне не особо интересно. А вот это интересно. Пришла коробка чуть-чуть помятая. Следующий момент. Что у нас? 5 часов обещают звучание с наушников. Очень сильно они походят на, как вы помните, жабры. То есть по форме, ну не то что Ctrl-C, Ctrl-V. Притом в ближайшее время будут OnePlus Buds Z, по-моему, 2. Очень похожие на это дело. Но это тоже лирика. 25 часов с боксом проигрывания музыки, активное шумоподавление на борту, стандартно у нас от 20 Гц до 20 кГц, не до 40, Bluetooth не самой последней версии 5.0, не намного дороже 5.1, 5.2 и 5.3, но они почему-то ставят старенький. Ладно, не старенький, он в принципе не печальный, но хотелось бы чего-то хотя бы 5.2. Но это все не важно, важно как они сидят и как они звучат. Вскрылась коробка сама собой, ладно, не критично. К производителю никаких претензий, потому что это почта России. Подача, ну, нет. Я не скажу, что она прям супер-мега крутая, но так аудиофильские обычные вещи у почти OEM-ок и приходят. Я напоминаю, что это не супер там мега какой-то бренд, это из разряда людям, которые любят звук. По боксу ощущение, конечно, не на стоимость, сразу говорю, потому что пластик, хотя и неплохо выглядит, вот эта вот надпись довольно убогая, это раз. Два, бокс сам по себе слегка скользкий. Три, амбушюры вот такие, пусть даже, и может быть они будут и неплохие, однородные, но в убогом пакетике. И когда-то недавно поковские наушники с царской просто подачей вскрывал, вот это дело ощущается не ощущается так хорошо, как хотелось бы. Кабель USB Type-C, USB-A. И напоминаю, кстати, что кто не подписан, подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи 13 тысяч человек и телеграм-канал скидок 59. Я там выгружаю контент ежедневно. И в основном он новостной. И в основном новостной, разумеется, что касается техники и денег. Потому что остальное я уже не в том возрасте, чтобы интересоваться чем-то еще. Видите бороду? Можно переключать треки, можно отвечать, сбрасывать звонок, можно вызывать ассистента, можно включать или выключать активное шумоподавление, плей-пауза, ну и по большому включение-выключение. Все. В ушах безумно комфортно. Вот, допустим, у меня средние уши, я сейчас их запихал, говорят на чистом английском языке, и что еще у нас интересного? Наверное, взвесим, потому что все остальное лирика, главное, как они будут отрабатывать, будет ли саморазряд бокса, будет ли микрофон хороший, обязательно пример микрофонов вы услышите. 44 грамма вес бокса, стандартно довольно. Каждый наушник весит 4,3 грамма, диод двухцветный, синий-белый. Здесь тоже есть диодик, есть Type-C-шная зарядка, возможность. К сожалению, не прорезиненное дно. К сожалению, он скользкий, и мне не нравится эта надпись. Но опять же, это а-ля элитная техника для людей, которые знают толк в звуке. Но это мы обязательно проверим, и я расскажу об этом вам. Смотрим.
7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, в июне месяце разыгрываются наушники Xiaomi One Mo Comfort Buds Evo дороже десятки, и в июле разыгрываются Sony наушники, которые на Авито стоят по 25-30. Напоминаю, Sony официально в РФ нового ничего не завозит, поэтому, я думаю, интересный вариант выиграть такие. Смотрим в описании ссылки на эти ролики и участвуем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Перейдем же к беспроводным наушникам. В продаже имеется только черная расцветка. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика. Качество материалов не самое худшее. Тактильно бокс приятный. Сборка неплохая, несмотря на люфт у крышки, как в открытом состоянии, так и в закрытом. Я бы сказал, получше, чем у Sonic прошлых. Царапины и потертости на нем видны хорошо. Остаются моментально. Габариты не маленькие, 57 на 57 на 32 мм. В кармане бокс из-за толщины мешается. На корпусе расположили лейбл, краткую информацию, LED-индикатор и неплохо оформленный разъем USB Type-C, за что отдельный плюс. Открыть одной рукой бокс можно, но не совсем удобно. Крышка в открытом состоянии фиксируется, за что прямо спасибо. Шарнир пластиковый и хлопок при закрытии крышки бокса звонкий, но не раздражительный. За пластик, конечно, минус. Внутри на матовой поверхности расположили два глянцевых вертикальных места под наушники со стандартными двумя контактами для зарядки. Маркировка Left-Right и последняя это физическая кнопка, куда уже без нее. Наушники в боксе гуляют, магниты, удерживающие наушники, хороши. Но если попытаться вытряхнуть наушники, то много усилий прикладывать не придется. Емкость аккумулятора бокса 500 мАч, полный цикл зарядки по моим тестам занимает 1 час 55 минут. Беспроводной зарядкой бокс похвастаться не может, к сожалению. А учитывая стоимость, мог бы. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза и четвертый примерно на 65%. Саморазряд лично я не наблюдал. Переходим к наушникам. Тип наушников вакуумный. Одна часть их выполнена из матового пластика, другая глянцевая. Дизайн, как по мне, довольно привлекательный. В ушах они смотрятся хорошо. Качество материалов меня очень порадовало, как и сборка. Габариты наушников 29 на 20 на 20 мм по самым объемным частям. Звуковод средней длины имеет круглую форму. Его размеры 5,3 на 2,4 мм. Звуковод имеет выступ для фиксации амбушюр и самую обыкновенную сеточку. Могли бы хотя бы пластиковую установить, но что есть, то есть. Или хотя бы как вот делают в топовых, опять же, проводных наушников, запасные сеточки положить. Но нет. Посадка в ушах с комплектными амбушюрами хороша. Наушники плотно сидят в ушах и не выпадают, даже если потрясти головой. При длительном прослушивании музыки на протяжении около 2 часов дискомфорта лично я не ощутил. На корпусе расположили логотип компании, контакты для зарядки, по 2 микрофона на каждом наушнике, LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки мигают синим цветом, что, конечно же, не радует, и последнее — это сенсорная область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента и переключение между режимом шумоподавления и обычным режимом. Одиночный этап на борту, и отключить его, к сожалению, нет возможности, но из-за расположения сенсорной области ложных срабатываний у меня лично не было. На тапы наушники откликаются хорошо, к слову, команды сопровождаются женским голосом на английском языке, и озвучивание здесь качественное и приятное, без акцентов. Летим дальше. Наушники оснащены динамическими драйверами на 10 мм, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, активное шумоподавление ANC неплохое. Конечно, в очень шумных местах оно не справляется, но работает однозначно хорошо, за что отдельный плюс, так как я ожидал реально чего-то худшего. Пассивная звукоизоляция при правильном подборе амбушюр также хороша. Режима прозрачности, к нашему сожалению, на борту нет, и это плохо. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но при подключении не бесшовное, приходится ждать. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Об анимации производитель не заявлял, и я, разумеется, ее и не обнаружил по этой причине. Мультипоинт на борту отсутствует, нету его, как и датчиков автопаузы, и это прям отдельный фейл. Емкость аккумулятора одного наушника целых 110 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 17 минут. Отыграли наушники по кодеку AAC на 70% громкости, без включенного активного шумоподавления 4 часа 35 минут, чего достаточно для обычного использования. Водонепроницаемость класса IPX4, конечно же, я не мог их не окунуть в проточную воду, чтобы посмотреть, как они себя поведут после водных процедур. В итоге они остались живы, и функционал как работал, так и работает. Так делать нельзя, разумеется, максимум они не боятся легкого дождика, но протестировал и результаты вам рассказал. Приложение для управления наушниками или обновления прошивки компания MYE не предоставила, и настроить тапы или обновить прошивку мы не сможем, во всяком случае, на данный момент, и я думаю, и потом. Bluetooth версии 5.0 не самые новые, из кодеков на борту только AAC и SBC, кодеков высокой четкости не завезли,
что очень странно, ведь вроде бы наушники аудиофильские, но ладно. Через две стены от источника появляются фризы, что приводит к разрыву соединения, но в целом связь с источником держит хорошо, через одну стену ловит. Задержка на YouTube при просмотре видео незаметна, в играх же задержка приемлемая. И играть можно спокойно даже в шутеры. Примеры вы сейчас увидите, как всегда, на экране. Микрофоны отрабатывают не худшим образом, но перегруз и искажение голоса присутствуют. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников, микрофонов Audio X20. Такое вот незамысловатое название. Еще раз повторяю, что бокс меня не особо дико радует, скорее наоборот. Но в целом сами наушники довольно удобны в ушах относительно. Возможно, вам они будут более удобны, чем мне, но это лирика. Сенсорная область довольно громко с вами здоровается голосовой помощник на английском языке. Ну, не важно это все. Важно, что вот сейчас вы слышите, как работают микрофоны в этих аудиофильских ТВСках в помещении, где я записываю распаковки. Смотрим. Пример работы микрофонов Audio X20 рядом с дорогой, и мимо меня проезжают машины. Ветра здесь по минимуму, то есть сейчас вы можете четко понимать, что ветер не мешает. Насколько хорошо отрабатывают микрофоны, опять же, вы слышите, если вы рискнете купить вот подобные OEM-ки в каком-то смысле. То есть это вещь, которая будет мало у кого. Я не знаю, у сотни человек, у 200, может быть, у 1000, то такие микрофоны вы получите. К слову, сейчас я тестировал микрофоны Poco, версия для Genshin Impact прошки, и они были ужасные. У этих микрофоны так ужасно быть физически, наверное, не могут. Я очень сильно удивлен. Сейчас вы слышите пример. Посмотрите обязательно на топы наушников. Есть топы наушников по микрофонам, и на лайв-канале даже есть топ-100 наушников по микрофонам. Больше я таких вещей делать не буду. Слишком раз энергоемко, и два фидбэк был минимальный. Но топы 30, там 3 по 30, можете в X2 посмотреть, чтобы прикинуть примерно, что до какой степени микро могут работать по-разному в разные по стоимости устройств. И, в принципе, даже в дешевых наушниках они очень часто работают так, как ты не ожидаешь. А именно очень хорошо. В таком форм-факторе с ножкой, по идее, микро должны быть хороши. Смотрим. Звучание я тестировал с различными смартфонами, такие как iPhone 13 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung S21 и даже с плеером Shanling M8. В данных наушниках разница в звучании, если слушать на смартфоне или через плеер, который стоит больше 100 тысяч, разумеется, практически нет. По той причине, что и не должно быть ее. Я думаю, те, кто изучали физику, понимают, что ЦАП все равно в наушниках. Это же не проводные. Запаса громкости достаточно. Я прослушал музыку не выше, чем на 70% громкости. Бас объемный и средний бас в наличии с ощущением многослойности. Середина имеет хорошую проработку, высокие частоты без лишнего акцента и неплохо сбалансированы, как и вообще все звучание. На 100% громкости каши есть, но небольшая. Вдобавок, если слушать музыку на 90% громкости, каши нет вообще. Сцена средняя, глубины достаточно, как и детализации. Но с учетом того, что это басхедные наушники, звучание, как по мне, слегка мутновато и не хватает этой кристально чистого звука. Хотя, может быть, здесь просто перегруз с саббасом, но это уже кому как. Мне кажется, вот так. Вокалы отыгрывают хорошо, музыкальные инструменты различимы, что радует. В целом звук качающий и предназначен для более энергичных жанров музыки, но при этом, если есть желание послушать что-то спокойное, то эта пара справится не так уж и плохо. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, нет хотя бы пластиковой сеточки на звуководе, LED-индикаторы на наушниках мигают во время прослушивания музыки, и это прямо отдельный фейл лютый. Нет режима прозрачности, нет мультипоинта и нет датчиков автопаузы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что смотрите телеграм-канал с промокодами. Я там рассказываю актуальные новости про AliExpress, про курс, через что выгодно покупать. Допустим, на Kiwi 65 курс доллара, внутренний курс AliExpress 76. Логично, что покупать выгоднее через Kiwi, так как мы все равно платим в долларовом эквиваленте, но рублями. Во всяком случае, так сегодня. Что будет завтра, следите за новостями, смотрите, что интересного я купил, потому что и Oppo NK2, и Oppo NK2 Pro, и наушников было за последнее время мною куплено прям очень много.
много, так же, как и обзоров на них. Резюмирую, ME Audio X20 меня порадовали за свой прайс, так как сами наушники действительно хорошо выглядят и собраны они из неплохих материалов. Весь функционал они отрабатывают корректно, работа активного шумоподавления, повторяюсь, мне особо понравилась. Возвращаясь к звучанию, я советую эту пару однозначно людям, которые любят качающий бас и прослушивать музыку в наушниках во время тренировок или пробежек. Хотя, с другой стороны, кодеков высокой четкости нет, вау-эффекта нет, хороши на свою стоимость. Не забываем подписываться на канал, писать в комментариях, интересны ли вам обзоры на такие вещи, которые не являются супер хайпом, как Sony, Realme или Xiaomi. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.